Всем привет! Вы на канале PsyLife, и тема нашего видео – как реагировать на пассивную агрессию. В одном видео мы говорили о том, как проявляется пассивная агрессия. Это и скрытый конфликт, и бойкот, и сарказм, все хорошо, и демонстрация обиды, и даже провокация. А сегодня поговорим о том, как же реагировать на пассивную агрессию. Первое. Осознать ситуацию. В первую очередь нужно задаться вопросом, почему человек поступает именно так. То есть, если этот человек вам важен, то стоит разобраться, были ли ранее такие же действия с его стороны с точно таким же пассивно-агрессивным поведением. После чего оно проявляется. А может, вы обидели человека и сами не обратили на это внимания? Чем больше вы будете анализировать и поймете, откуда ноги растут, тем быстрее сможете научиться правильно реагировать на пассивную агрессию, непосредственно в вашем индивидуальном случае. Второе. Не ведитесь на провокацию. В прошлом видео мы говорили, что пассивный агрессор ведет пассивную игру, где первым никогда не атакуют. Он обязательно найдет миллион способов, чтобы вывести вас из себя. На это ему хватит терпения и сил, поэтому кладем нервы в кулак и миленько их так зажимаем, чтобы игра агрессора не шла на его условия. Правила устанавливать и диктовать придется научиться вам, если вы хотите выйти из этого замкнутого круга недопонимания. Третье. Выждать время. Когда человек начинает проявлять пассивную агрессию, стоит взять паузу на какое-то время, чтобы он немного пришел в себя или вылез из своей раковины, как улитка. Пока он в своем панцире, разговаривать не получится, вы просто не сможете до него достучаться. Он не будет вас слышать, а будет вести себя так, будто это он пострадавшая сторона. Соответственно, у него появится уверенность в том, что виноваты во всем вы, а значит и извиняться должны прийти к нему тоже вы. А мы помним, что игра должна проходить по вашим правилам, поэтому выжидаем нужный момент для разговора, когда агрессор выйдет из своего домика и будет мало-мальски готов хотя бы слушать вас. Четвертое. Не обвинять. Возьмите за правило, если человек уходит в пассивную агрессию, то при малейшем сдвиге и попытке с его стороны поговорить, у вас оказывается опасная позиция. В первую очередь стоит задача не перебить пассивного агрессора, а также стоит не забывать, что малейшее упоминание его прошлых ошибок в разговоре или обобщении «вот всегда ты так поступаешь» закроет разговор в сию же минуту. И достучаться позже будет гораздо сложнее, особенно если агрессор дойдет до стадии провокации. Поэтому на этом этапе у вас должен получиться с пассивным агрессором конструктивный разговор. Он должен быть достаточно четкий и без обвинений. Даже если вы в свою сторону услышали поток обвинительных фраз, ваша задача сдержаться и не реагировать на них. Удержитесь всеми силами от огромного желания проехаться катком по агрессору. Пятое. Обсудите проблему. Задача состоит в том, чтобы поговорить с агрессором достаточно спокойным тоном. Обсудить вопрос, который вас интересует непосредственно в данный момент. Спросите о его желаниях, как он видит эту ситуацию, чего бы он хотел. Так как ему очень сложно проявлять свои чувства и говорить, что именно он хочет, то придется набраться терпения и быть готовым к тому, что разговор затянется не на 1 час. По крайней мере, в первое время, пока он привыкнет к вам, что можно спокойно выражать свои чувства, не получая огромную горькую пилюлю сдачи. Так, со временем он научится не только выражать собственные мысли, но и меньше будет прибегать к пассивно-агрессивному поведению. К сожалению, не все взрослые перерастают это подростковое поведение. Шестое. Договоренность. Это когда вы обсудили данную проблему, и чтобы в следующий раз не тратить так много времени на восстановление общения, стоит определиться с договоренностями. Они должны проговариваться заранее и устраивать вас обоих. Так вы избежите следующего тихого конфликта. Особенно выгодно иметь договоренности в тех случаях, когда срочно нужно решить какой-то вопрос и просто нет времени рассусоливать, кто на что обижен. А что касательно людей, которые не являются вашими близкими или же для вас незначимы, самый простой способ не реагировать на них вовсе. То есть уход от конфликта, дабы не тратить свое драгоценное время и тем более силы на неизвестного вам человека. А если уж совсем не получается и вдруг в вашу сторону прилетела «ты такая умная», естественно сарказм, вы можете ответить «ой, спасибо, как приятно».
Без тебя бы не догадался. Рад, что был тебе полезен. Тут, скорее всего, появится открытый конфликт. Но можно и спросить: ну ты чего? Все ж нормально было. Иногда и такая позиция имеет место быть. Ну а с вами был канал PsyLife, и если вам видео понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А на сегодня, пожалуй, все. До скорой встречи. Пока-пока.